Что, всем привет, нас должно быть видно. У нас сегодня потрясающие футболки. Давайте даже вот так сделаем. То не видно, кстати. Сейчас получше стало, да. Что у тебя, классика? Классик тоже. Мы, видите, подготовились сегодня. Скиллбоксовские футболки еще не распечатали, взяли аисовские. Всем привет, ставьте плюсики, что нас слышно, нас видно. Так, супер. Да, нас в онлайне уже пару сотен. 220 уже круто, значит будет 300 с лишним, значит пишите своим друзьям, скидывайте ссылочки, чтобы они тоже присоединялись. Вот, собственно, сегодня Сергей Бабков, Игорь Коробов, сейчас все расскажем. Мы аж запыхались, как готовить для вас вебинар, чтобы успеть вовремя. И видите, у нас даже фон из распечатанных проектов, мы тут тоже дизайном занимаемся, бывает и такое. Ну что, так, да? Сейчас мы переключимся. Ну что, давайте, собственно, да, плюсики пошли, класс. Спрашивают, будет доступна запись? Запись будет доступна без проблем на этой странице. Это раз. Практически сразу после окончания. Да, причем вы даже там, если у вас здесь писали у нас совещание, если совещание закончится раньше, вы можете прибежать в прямой эфир и в прямом эфире просто отмотать назад, там все это можно делать. Вперед нельзя мотать, назад можно. И еще, если у вас плохое качество видео, вдруг мы размыты и не видно, что у нас на футболке написано про дизайн, то справа снизу, это вот там, у вас есть такая шестеренка, на нее нажимаете, выбираете качество 1080, и будет у вас, собственно, отличное качество видео. И еще у нас есть страница трансляции, это Skillbox Design Pro /online. Кто смотрит нас на YouTube, держите ее в комментариях, переходите туда, там комментарии, мы их все видим, все слышим, на все будем, собственно, отвечать. Поэтому спрашивайте вопросы, не стесняйтесь, что-то непонятно, что-то интересное, мы все расскажем, все покажем. Чем будет больше вопросов, тем будет интереснее, потому что, будем стараться сегодня говорить о user experience на человеческом языке. У нас на самом деле на этой неделе будет сразу три лекции от меня. Да, вот сегодня мы начинаем с низов, с домохозяек. Завтра уже поговорим о более профессиональных вещах, об этапах проекта. Ну и финализируем эту неделю темой того, как вообще двигаться в сторону всяческих профессиональных высот, как себя вообще чувствовать с точки зрения карьеры. Если у вас там есть какие-то ограничения, вот мы как раз об этом поговорим. Это у нас будет четверг, мы этим финализируем вот этот вот UX-марафон. Ну что, куча плюсиков, куча. Продолжительность сейчас спрашивали, продолжительность сейчас за 1,5, я думаю, мы управимся, плюс-минус, да. Так, я проходил курс по дизайну интерфейса от Нетологии, не советую у них. Мы вам потом расскажем. Мы не платили этому человеку в комментариях. Я, кстати, тоже какое-то время преподавал в нетологии, но у меня там была только, к сожалению, одна лекция. Да, мы сейчас так сделаем. Чтобы, если что, тоже могли писать в комментариях. Вот так, класс. Ну что, погнали, собственно, разбираться, что такое UX, да? Пам-пам-пам. Еще раз давайте будем знакомы. Меня зовут Сергей Попков, я основатель творческой компании АИС на протяжении... Здесь вот сразу вопрос себе. Почему это вы дизайн-студия номер 1 тут спрашивают? Не знаю, так решили рейтинги. Мы вообще, в принципе, достаточно скромные ребята. Рувард, Теглайн и, по-моему, рейтинг Рунета недавно вышел новый по веб-студиям, мы там тоже заняли первое место, это уже в этом году. Поэтому не поминайте лихо, просто, ребята из Skillbox, для того, чтобы как-то вас, в том числе, чтобы вы задавали, спрашивали эти вопросы, ребята из Skillbox в тайтлах вечно пишут, что дизайн-студия номер 1. Безусловно, конечно, мнения могут разделяться, но мы стараемся, несмотря на все эти показатели, продолжать работать и делать классные штуки, о которых я вам сегодня в том числе и буду рассказывать. 17 лет я уже в веб-дизайне, немножко обо мне, кровь из глаз у меня уже льется от всего этого, более 400 проектов у меня за спиной, и до сих пор 80% портфолио АИС это в какой-то степени мои труды. Поэтому давайте немножко еще посмотрим, что такое из себя АИС представляет в 2017 году. Это наш небольшой шоу-рил.
Итак, это были проекты, вот, которые... Как вам? Напишите, да, в комментариях, как вам, извините, что я шаурил. Классный, вообще нравится, не нравится, или фигня полная. Вопрос о том, не то, что вот, какой номер там у дизайн-студии или веб-студии, просто про то, чтобы вы понимали, чем мы вообще занимаемся. Занимаемся в основном сложными интерфейсами в финансовом секторе, в телекоме. Ну, очень большие проекты с достаточно большим количеством ежедневным пользователей, поэтому вот это наша такая специфика, почему, собственно, мы сегодня говорим про UX, да, про пользовательский опыт. Ну и если вам будет интересно, вы также можете зайти на наш профайл на Behance, там огромное количество красивейших кейсов за, скажем так, практически за всю нашу историю. У нас там много всяких тоже разных наград, огромное количество подписчиков. Если вам интересно как бы посмотреть еще больше красивых картинок, ну и то, как мы вообще эти кейсы раскладываем, то вы запросто заходите, пожалуйста, по этому адресу. Это к вопросу, если вам будет интересно посмотреть что-то еще, кроме вот этого анимационного ролика. Вот. Ну, а мы сегодня с вами займемся очень простой темой. Многие просто время от времени нас критикуют за то, что мы приходим вот с такими большими проектами, и непонятно вообще, как таким клиентам наступиться. И мы специально для этого сделали вот эту первую вводную лекцию, там UX для домохозяек, такой стартовый уровень. Мы сегодня посмотрим, насколько вообще хороший UX может повлиять на такой простой сайт, как корпоративный сайт юридической фирмы. Я думаю, что это относительно типовая задача для многих из вас, для веб-дизайнеров, либо там для менеджеров-проектировщиков, кто занимается такими достаточно простыми, обычными корпоративными сайтами. Это прям реально живой кейс. Sharp Tax Legal, Шпалов, Петров. Мы какое-то время назад делали этот проект у себя в компании. Не скажу, что он очень крупный, но он зато вот очень показательный с точки зрения того, что как вообще хороший UX может влиять на уровне простого сайта. Вот я вам просто покажу дизайн-концепцию главной страницы. Ничего особенного, просто тонко, аккуратно. Вот. Ну так, какой-то, наверное, изыск в этом есть. В общем, кейс на Behance, по крайней мере, с этим проектом, который я тоже вам в конце этой лекции расскажу, он, в общем, набрал огромное количество лайков, где-то порядка 7000. Вот. То есть можно делать на самом деле так. И мы стараемся всегда делать так. И суть хорошего дизайна, мы как раз разберемся на этой лекции, в чем суть хорошего дизайна. Вот. Но почему-то к нам часто приходят ребята, просятся к нам на работу, которые чаще всего в портфолио я вижу вот такие вот работы. Можно, конечно, делать и так. Вот. Все-таки чаще всего у вас возникает вопрос... Лучше первый месяц правильно хождения профессии, не больше. Как так не делать, еще вообще начать, и причем здесь вообще этот UX, вообще очень многие... Вот. Но еще раз возвращаюсь, лучше, конечно, делать как-нибудь так. Это очередной вот пример удачной работы. Непонятно здесь, правда, где UX, я не вникал в подробности, но просто вот этот пример такого хорошего современного кейса. Когда, я думаю, что многие из вас сейчас в процессе вот того, как мы все это смотрим, понимают, в чем разница, почему это хорошо, а почему вот это было плохо. Да? Не могут, может быть, в деталях объяснить, почему так происходит, но разницу между хорошим и плохим, я думаю, вы прочувствовали. И вот мы сейчас на протяжении этой лекции будем раскручивать этот маховик и разбираться, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот. Действительно, кроме красивых картинок, есть кое-что еще. Просто вы на самом деле в финале всегда обращаете внимание на именно на красивую картинку. То есть вы покупаете как бы готовый продукт, и вы точно можете сказать там за первые 5 секунд, нравится вам эта штука или нет. Но при этом редко задумываетесь вообще, зачем она нужна, для чего она была сделана здесь, какая там была изначальная задача. Поэтому вот в этом отношении мы сегодня с вами будем во всем этом разбираться. Итак, краткое содержание нашего сегодняшнего такого вечернего ликбеза. На всякий пожарный вместе с вами разберемся, что же такое эти две буквы, которые ставите для всех. Уругвай через дробь, да, UX на UI, что же у нас в итоге в этом уравнении из 3 неизвестных получается, откуда это все пошло, мы сегодня с вами об этом поговорим. Затронем очень важную историю, что такое структура сайта, зачем она нужна, почему ее важно как бы на старте очень хорошо прорабатывать. Познакомимся с вами с таким понятием, как сценарий, ключевой сценарий использования. И, в общем-то, вот мы разберем эти 3 очень важные штуки. И в итоге на примере вложенных страниц вот это вот Шаповалов, Петров, на примере Шарпа, мы с вами посмотрим, как вообще нужно делать вложенные страницы на базе вот этой дизайн-концепции, используя такой достаточно относительно современный UX, как это называется. Мы в мелочах это в конце посмотрим. Так,
Давайте начнем. Ну, начнем, на самом деле, мы с очень простого вопроса, который часто вызывает ожесточенные споры, особенно за стаканом пива, а если еще того хуже, за стопкой водки, за бутылкой водки. Что же такое дизайн? Ну, на самом деле... Особенно, когда дизайнеры говорят, ну что ты, нарисуй ты мне там... Ты же интерьер, дизайнер, да, ты же дизайнер. Ты же разбираешь, что ты не понимаешь. Да, я думаю, все из вас знают, что такое хороший дизайн. Точнее, не просто хороший дизайн, а что такое дизайн. Все у нас все в стране дизайнеры. Я пошел специально далеко, чтобы не ходить, пошел в Википедию и нашел самое действительно простое определение дизайна, которое кажется простым, но на самом деле, вот ты, Игорь, прочитаешь, ты поймешь, что это такое. В более широком смысле... Давай я прочитаю. Давай. В более широком смысле дизайн призван не только к художественному конструированию, но должен участвовать в решении более широких социально-технических проблем, функционирования производства, потребления и существования людей в предметной среде. Это все равно, что читать книгу по композиции. Я понимаю, но в глобальном смысле это слишком все утрировано. Но я вот в первом предложении отметил то, что не к художественному конструированию, то есть не только к завитушкам, не только к занавескам, да, не только к занавескам, а к форме комнаты в том числе, к форме здания или к форме лестницы, насколько там у него удобная глубина ступеньки. Об этом мы сейчас в том числе поговорим. Но мы хотим задать вам вопрос, наши уважаемые зрители. Вот сейчас у вас здесь на этом слайде есть нечто, не будем говорить что. И вот скажите мне, что здесь дизайн? Это очень такой тонкий вопрос. Мы же все дизайнеры здесь, да, так или иначе, даже если мы не хотим стать дизайнером. Да. Мы хотим вас спросить, что здесь по-вашему дизайн? У нас здесь небольшая задержка, то есть... Требуется немножко времени, да, но мы подождем первых 5-10 ответов, чтобы понять, каково ваше настроение, что в вашем понимании здесь дизайн. Здесь, кстати говоря, что такое UX, пока не очень понятно, вот про это сегодня будем разбираться. Ну вот, собственно, вы зашли по адресу, да. Да, куча классных комментариев про то, кто эти люди. Шоурил. Да. Так, ну сейчас... Текст. Текст как вариант. Давай переключимся. Текстура, цвет. Так. Принято. Текстура, цвет. Запись эфира будет? Да, запись эфира будет. Она уже есть. Открутить Она назад. есть на ютубе, да. Давайте я вам сейчас скину еще раз ссылочку. Ну вот классные комментарии посыпались, абсолютно разнонаправленные. Вот если бы эти ребята сидели все сейчас за одним столом, да, и мы бы их спросили, что такое дизайн. Они подрались бы, да? Нет, я не знаю, что уж там в итоге получилось, но возникла бы такая достаточно оживленная беседа, потому что мнения разделились, да? Да. Так. Что там? Эмоции, типографика даже пошла. Динамика цвета, композиция текста, цвета, да. Сношение шрифта, так. Мне кажется, мы набрали прям. Набрали, уже пора продолжать. Ребят, спасибо вам огромное за ответ. В парадигме user experience и вообще в том правильном ключе, в котором вам стоит смотреть на дизайн, и мы сегодня на него будем в этом ключе смотреть, дизайн это вот это. В данном случае дизайн это надпись, которая решает поставленную задачу. Если человек попал у нас в музей, он, конечно, бесконечно долго может вдохновляться произведением искусства. И в данном случае произведение искусства это вот эта картина. Непонятно, что в ней, мы всегда говорим, что это искусство. Это искусство, поэтому это определенный, достаточно такой закрытый и органический жанр, в который нам лучше не идти, да, если мы дизайнер. Действительно, дизайн в большинстве случаев решает определенную задачу, и дай бог, чтобы эта задача была. Очень часто бывает так, что ее просто нету. И мы в этом плане сегодня тоже с вами будем разбираться, где задача, для чего это делается и как все вот это получается. Поэтому давайте с вами определимся, что в рамках, вы можете со мной еще, конечно, мы можем с вами потом вы можете позадавать вопросы, мы можем с вами еще поспорить, что же такое тут дизайн, текстура там, да, и так далее. Но мы в конце с радостью ответим на все ваши вопросы, но в данной парадигме, чтобы вы понимали, что такое дизайн, дизайн это то, что решает задачу. А здесь в данном случае задачу решает табличка, надпись, чтобы человеку было понятно, что это кто автор этой замечательной картины, какое у нее название и в каком году этот замечательный человек ее нарисовал. Оказывается, вот в 50-м году. Я подумал, что это какой-то такой свежий достаточно пример, а это очень известная картина. Ну что ж, и в этом моменте у вас, вот у тех, кто напирал на текстуру, да, и может быть даже на типографику чуть-чуть, там в принципе было неважно какой шрифт,
то что вы должны были смотреть на это, исходя из того, что мне эта подпись дает, да, какую задачу решает. Очень часто просто в России, ну не только в России, вот, путешествую нередко, и получается так, что везде есть такое заблуждение, что некоторые считают, что дизайн это дизайн, да, а некоторые считают, что дизайн это дизайн. То есть, я можно сказать, дизайн не равен дизайну. У вас и в комментариях я прям вижу, что у вас абсолютно такие радикальные взгляды на это определение. Поэтому очень важно здесь определиться, что дизайн это не дизайн, как здесь, в общем-то, на слайде перечеркнуто. Мы сейчас будем разбираться в этом дальше. Вот тоже, кстати, яркий пример. Буквально вот наши работы, ну, скажем так, десятилетней давности. Смотрите, вот я думаю, что вот... 2006. Да, 2006, да. Отлично. Ну, чуть-чуть новости, неважно, новости, да. Я просто про то, что, смотрите, вот, люди, которые писали там вот про текстуры, про искусство, смотрите, как много здесь дизайна, да, каким он замечательным был, сколько много в нем было визуального смысла, что вот у нас и логотип светится, и водочка у нас, там, брызги плескаются, и огурчик там, и все эти брызги, и там внизу даже какие-то цветы, по-моему, я же не знаю что, и как вот какие шрифты, у них там всякие вот эти вот блички там, бла-бла-бла, и как много всего интересного, красивого. Как много дизайна. Как много дизайна, вы сказали. В 2006 году это был шик, это был просто блеск. Заказчик платил за вот этот вот визуальный такой взрыв, бум. Типа, вот, я вижу, это дизайнер, это рисовал дизайнер, рисовал. Как много всего. А потом вы начинаете вдумываться. Ну, вдруг. Зачем водке нужен сайт? Ну, ладно, допустим, нужен. Но что человек заходит на главную страницу водочного сайта, допустим, водочного бренда, и что же он видит? Новости. Какие новости можно написать про водку? Да? Ну, к примеру. Сложный вопрос. То есть, если мы начинаем вникать в смысл того, что происходит здесь, то у нас возникает слишком много вопросов. Да? И, я думаю, что, конечно, вы наверняка не думаете об этом. Вы бы так вот, как дизайнер, посмотрели бы на 3 секунды на этот макет, сказали бы, классный дизайн, да, на то время. Вы не стали бы вдумываться, что кто эти люди, кто заказал сайт этому водочному бренду, что на нем написано, зачем это. То есть, если мы рассуждаем об этом со стороны пользователя, и с другой стороны рассуждаем об этом как просто о картине, о произведении искусства, вы посмотрели, хороший дизайн, к примеру, да? Поэтому я считаю, что это неправильно, опять же таки, в рамках нашей сегодняшней беседы, поэтому мы его покромсали на куски, и вот у нас он снова возник. Но у нас есть более жесткий пример относительно дизайна. Буквально недавно именно так выглядел сайт Почты России. Посмотрите, как много сакрального смысла и визуальной эстетики в этом оформлении. Что видит пользователь, заходя на сайт Почты России, который так между делом потерял посылку или, не знаю, хочет узнать тариф, как ему вообще отправить письмо. Деревня там у него, ближайшее почтовое отделение. Что он видит? Он видит женские часы. Это очень важно. Женские часы. Доставка по всей России за 299. Да, конечно. Видно, что и, конечно, твое и мое уже любимое новости. Новости на главной странице сайта Почты России, это очень важно. Почта России повышает заработную плату сотрудникам отделения, вот это, чтобы ты знал. Сотрудникам отделения это будет очень актуально, если они попали на главную страницу Почты России. Это не 2005, это 2015 год. А для тех, кто ничего не смог найти, да, мы знаем, что... многие ничего не смогли найти, потому что как на такой главной странице что-то найти. Мы видим огромный жирный красный телефон в шапке сайта. Привет колл-центру! Давайте загрузим колл-центр до победного, чтобы они там все умерли, чтобы было ожидание в 10 минут. Вот так решает задачу рабочий сервисный сайт Почты России, буквально недавно, чтобы далеко не ходить. Поэтому сожжем его дотла. Ребята, так делать нельзя. Давайте еще раз на него посмотрим и еще раз сожжем его дотла. Так делать нельзя. И это, кстати, предпосылка к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Что такое пользовательский опыт, что такое user experience, да? И о чем должен вообще думать дизайнер? Да, на самом деле, это мы только подошли к теме нашей сегодня вечерней беседы. Давайте с вами еще раз подумаем. Всем прекрасно понятно, что это вообще такое. Пульт от телевизора, да? Все, я думаю, многие из вас, наверное, все действительно сталкивались с этим рабочим инструментом. Вечерним таким, да, может быть утренним, не знаю. Но все из вас прекрасно понимают, что это такое. Они брали это в руки, они включали телевизор, переключали каналы, и заметьте, это делают не только вы, но это делают ваши ближайшие родственники, дяди, тети, родители, бабушки с дедушками. Все прекрасно знают, что это такое. Это опыт
накопленный поколениями. Вы должны понимать, что это абсолютно удивительный и в широком смысле богатый опыт, потому что все прекрасно знают, что это такое. Это очень важно, когда этот опыт уже, он практически формировался десятилетиями. Сейчас мы просто подходим с вами к очень важному пониманию, что такое есть опыт. Да? Все прекрасно знают, что это такое. Пульт от телевизора, понятно. А когда вы, к примеру, встречаете вот такое, у вас сразу возникает вопрос, а вдруг это не пульт от телевизора? Вот если бы эта штука лежала отдельно от телевизора, мне кажется. да, это может быть все что угодно. Плеер, там какое-то меню какое-то, непонятно от чего. У вас возникает сразу, у вас возникает новый опыт, у вас возникает знакомство с некоторым новым гаджетом, и для вас критически важно, чтобы вот вы начали с ним взаимодействовать, и вам реально стало быстро понятно, как с ним работать. Когда возникает новый опыт, это всегда проблема. Но с другой стороны, если новый опыт не возникает, то это тоже не очень хорошо, потому что дизайн как таковой в правильном смысле этого слова не развивается. Поэтому время от времени появляются на рынке новые гаджеты, элементы управления, новые интерфейсы, и вы с ними сталкиваетесь, и у вас возникает новый опыт. Главное, чтобы этот новый опыт был положительным. В данном случае это новый пульт от приставки Apple TV, и он достаточно неплохой. То есть я с ним смог очень быстро разобраться. Слава технике Apple, по-прежнему они делают неплохие вещи. Вот. Но мы в том числе вам расскажем и не о самом позитивном опыте, который с вами может произойти. Вот, к примеру, для того, чтобы опуститься совсем ниже плинтуса, практически в канализацию, до смесителей, да, вот всем тоже прекрасно понятно, что это такое. Вот если вы даже с закрытыми глазами сможете открыть холодную или горячую воду, можете даже две одновременно. Не всегда бывает понятно, какая горячая, какая холодная, да, с этим часто бывают проблемы. Но там на ощупь как-то обычно. На ощупь так аккуратненько, да, чтобы сразу не обжечься. Понятно сразу, что вообще, в принципе, понятно, что это смеситель. Всем с детства понятно. Это тоже пример широкого такого и очень знакомого всем опыта. Да? Мы можем такие примеры приводить относительно всего. То есть, если вы знаете, что это знакомо вам, вы знаете, что это знакомо вашим родителям, там, ближайшим друзьям, то можно предполагать, что это очень широкий опыт. Светофор – широкий опыт, да? Всем известный опыт. Но как только вы сталкиваетесь, вот я, кстати, время от времени путешествую, и я вот в гостиницах всяких отелей сталкиваюсь вот с такими космическими кораблями в санузлах. Это значит, что ты приехал после перелета, уставший, хочешь принять душ, заходишь, и, казалось бы, зачем эти люди придумывают каждый раз велосипед? Тебе нужно просто, помыться. И для этого не надо ставить вот в отелях вот такие дремучие смесители, к которым ты подходишь, и ты нифига не понимаешь, что с ним делать. И на открытие воды иногда уходит несколько минут. И это большая проблема. У меня это хорошо, если не горячий. Да, в том числе и горячие не вовремя, и холодные, и с потолка, и где-нибудь сбоку. Когда я прихожу, у меня такая байда, и все в этих, знаешь, в соплах, в этой душевой кабине. Вместо того, чтобы помыть голову, у меня включается душ Шарко какой-то, который, наоборот, меня, вместо того, чтобы засыплять, он меня, наоборот, бодрит. И это проблема, когда новый опыт возникает, во-первых, возникает не тогда, когда нужно. Представьте себе, это же все можно спланировать. Но новый опыт возникает не тогда, когда он нужен, и, во-вторых, новый опыт может быть стрессовым, да? И мы сейчас говорим, еще раз, то есть мы сейчас с вами говорим про опыт. Это очень важно. Вы должны на уровне своей головы все это просто вот запомнить, всегда вдумайтесь, да, то есть вы наверняка, у вас часто бывают такие ситуации, что заходите вы в лифт, да, лифт как лифт, а тут бац, лифт и нифига непонятно, там вместо кнопок тач-панель, и там надо прикладывать какую-то карточку. Самое жесткое, знаешь, когда в хороших домах в Москве там не единичка, а буква L, то есть лобби. Лобби, да? Да, да. И всегда ты жмешь единичку, блин. Да, это всегда так, это еще там разница стандартов, там километры, мили и так далее, это тоже опыт. В общем, чтобы вы поняли, ребята, все это опыт, и это важно учитывать, и мы сейчас подойдем к этому, почему, как, что и как это вообще в интернете все появилось, и как это взаимосвязано. Как раз переходим к интернету, чтобы было понятно, вот классический новостной сайт. Я думаю, если вы заходите на такой сайт, то вам понятно, что это такое, это новостной сайт, вот тут есть хорошая большая новость, есть просто лента новостей, а есть еще более мелкая лента новостей. Есть хороший большой баннер. Есть баннер, естественно, без которого не обойтись. Всем понятно, что это новостной сайт. Ну, если вы заходите, к примеру, на торговую площадку, где вы можете торговать акциями, то я не думаю, что эта штука для вас будет очевидная. Да? То есть это для вас, скорее всего, будет какой-то тоже в том числе новый опыт. Кстати, это очень неплохая платформа, но, еще раз повторюсь, если у вас нет
на бирже, и вы попадаете вот на такой сайт, а это тоже вроде бы интерфейс, уже далеко не сайт, но он на самом деле находится по открытой регистрации в браузере, вы можете попробовать, то я могу честно признаться, что первый раз, когда я увидел эту байду, мне тоже было немножко не по себе. Поэтому вот что происходит с любым человеком, когда у него возникает новый опыт. Да? И определение user experience, он, в общем-то, от этого и растет. Вы должны всегда держать у себя в голове вот эту вот метафору такую, практически на уровне философии. Вот. Когда дизайнер, например, рисует какой-то макет, очень часто бывает так, что он делает все как бы на свое усмотрение. Ведь я же дизайнер, я наверняка знаю, как мне сделать эту концепцию волшебной. А потом приходит правка клиента. Да, нет, а потом приходит правка клиента. Возникает вопрос, а все ли ты знаешь? Потому что ты, конечно, в своем мире сидишь и, безусловно, все знаешь. А что ты знаешь об опыте использования вот этого будущего продукта у каких-нибудь там женщин 35+. То есть их же всех надо изучать, а это все, в общем-то, все это дополнительная работа. Нельзя просто так взять и сразу начать что-то рисовать. Поэтому, говоря о user experience, можно привести в том числе в пример вот такую вот картинку, что мы-то, конечно, как дизайнеры проектировали, конечно, у нас должна быть классная заасфальтированная дорожка, и все это должно быть так красиво, но, как мы видим, пользователи делают свой определенный выбор, и он не совсем совпадает с нашими изначальными ожиданиями, и в этом заключается как раз весь такой глобальный вселенский смысл UX, да, user experience, что мы должны стремиться к тому, чтобы сделать эту дорожку именно так, как бы ее выбрали пользователи, но не так, как мы изначально ее, например, спроектировали, не имея достаточных данных. Вот. Еще раз повторюсь, в этой парадигме у нас есть UX, это как пользовательский опыт, это непосредственно то, что нам нужно сделать, чтобы пользователю было все очевидно, понятно и доступно. И UI в этом случае это как раз история больше про то, как это выглядит. Да? Это ближе к классическому такому веб-дизайну. Как выглядит кнопка, какого цвета, какой формы, как это в итоге в совокупности выглядит, чтобы вы могли оценить эту работу за вот несколько секунд. Хорошо это или плохо, да? Вот. YouTube меня напугал на секунду, и что-то его заглючило, и счетчик, у вас было 350 в онлайне, тут, знаете, за секунду счетчик скакнул на 250. Я думаю, что вы такое говорим, что 100 человек ушло за секунду. Это просто ютубовский счетчик заглючил, и они сейчас возвращаются, слава богу, да? Обратно, да. У вас в онлайне 350, это очень круто, ставьте нам еще эти самые пальцы вверх на ютубе, чтобы трансляция продвигалась вверх, и было больше людей в онлайне, потому что контент полезный. И скидывайте друзьям тоже своим, собственно, ссылочку на эту трансляцию. Нам будет очень приятно. Да, что же мы такое сказали. Возвращаясь еще раз, вот смотрите, перед вами тоже одна замечательная картинка, которая еще раз повторяет историю того, как вы воспринимаете для себя дизайн. Вот если вы приходите, там, допустим, в автосалон, то вы ведь наверняка выбираете автомобиль по дизайну. Очень частое распространение, именно очень частый такой термин, что вот мне не нравится там дизайн Mercedes, там, допустим, мне вот нравится больше дизайн BMW. А мне не нравится дизайн BMW, мне больше нравится дизайн Lexus. Вот в этом плане термин дизайн, он несет эмоциональную составляющую, потому что мы рассматриваем это как итоговый продукт, а итоговый продукт автомобиля, он, конечно, потребитель сейчас делает акцент, не знаю, мне кажется, на 80%, на 80% все у нас упирается именно в дизайн. Никто не думает, что там у него под капотом, там, да, есть количество лошадиных сил, там, да, есть, естественно, полный привод там. Но в основном машина это все-таки по большей части история вашего настроения, поэтому эмоциональная часть в виде дизайна, она в основном ключевая. Но вы не должны забывать, что у любого автомобиля под капотом есть огромная проведенная работа инженерами, есть двигатель, есть масса всяких устройств, узлов. И вы никогда просто не задумываетесь, потому что тачка классная, она уже сколько там эволюции, там 100 с лишним лет автомобилестроения, вы просто не задумываетесь, сколько много там трудов было заложено инженерами, что это байда у вас каждый день заводится. Она не бывает такого, что она у вас не заводится, конечно, если это не автомобиль, ладно, но мы не будем сегодня об этом говорить. Просто вы забываете о том, что
автомобиль это такое тяжелое инженерное сооружение, над которым работали именно инженеры в самом начале, они все это проектировали. И UX-дизайнеры это как раз именно те люди, которые проектируют качество пользовательского опыта. Представьте себе, если бы у вас этот замечательный красивый автомобиль не заводился каждый день, а заводился бы через день, я думаю, что вы бы прокляли всю эту гребаную красоту и наверняка бы купили себе другой автомобиль. Поэтому очень важно, когда у вас изначально есть качественный опыт, то с эмоциональной точки зрения у нас как бы все становится уже гораздо проще. И мы сегодня тоже об этом поговорим. Поэтому вот возникает наш замечательный старый Баян-пример. Запорожцы вносят правки всем офисам, да, и многие дизайнеры спрашивают, почему же так получается. Вот представьте себе, вот именно так и получается, что когда вы делаете ставку в работе с заказчиком на эмоциональную составляющую, потому что иной вы как бы для себя не предполагаете, вы просто привыкли так работать, то заказчик, он тоже с вами идет на эмоциональной волне. Вы говорите, ну смотрите, какой я классно рисовал дизайн, такой у меня там клевый баннер, такая женщина, такие листы, там, не знаю, там, такие перепады цвета, такие градиенты, такая типографика, такая композиция, вау. А заказчик говорит, да, как там? Мне непонятно. Больше градиентов. Мой внук тоже знает фотошопы эти ваши. Давай сейчас поиграемся с шрифтами. Нет, давай больше красного. То есть вы, когда переходите с клиентом на эмоциональную составляющую, тем самым делая вот этот вот классический дизайн, то вы, соответственно, совсем теряете суть смысла. Очень часто я встречал такие картины, что прям выпадающее меню не было проработано, оно выпадало такой огромной портянкой. Навигация, которая была горизонтальной, не влезала в строчку, ее приходилось переносить на вторую и на третью строчку. Об этих вещах заказчик никогда не будет думать, если об этом не подумаете вы. Если вы, соответственно, начинаете свое творчество вот непосредственно с такой эмоциональной штуки, то, в общем-то, исход будет предрешен вот в результат вот такой вот картинки, когда у вас будут множественные правки, и вы будете не знать, как вообще из этой ситуации грамотно выйти. И, естественно, удобство этого сайта будет тоже весьма и весьма под вопросом. Поэтому мы продолжаем. Вот, кстати, тоже еще один интересный пример от очень известного нашего любимого Сбербанка. Они буквально недавно запустили на сайте онлайн-заявку на оформление карты. И я вот в 2017 году, наконец-то. Да. Для банка это прям просто, мне кажется, восторг. В 2017 году запустить форму заказа карты в онлайне. И я решил этим воспользоваться и попал, соответственно, на вот такую огромную форму. Для банковской формы на заказ карты это нормально, это можно еще как-то пережить. Вот, в общем, начал я как-то все это хозяйство забивать. Вот. Улица, там дом, все это понятно, так классненько, вроде как так, да, неплохо. Думаю, неужели Сбербанк, неужели мы доросли, что я могу на сайте Сбербанка заказать себе карточку домой, да. И тут, конечно, я выбираю Москву, почему нет? У нас 4 Москвы уже. Да, там 4 Москвы, да, вот я как раз 1, 2, 3, 4 Москвы у нас, неважно. Но станции метро, ребят, смотрите, сколько у нас там, 150 станций метро. 150 станций метро, и мы не смогли ввести букву. Мне надо было искать станцию метро в огромном выпадающем списке. Мне стало плохо. Я должен ее был найти, но никак не нахожу. И вот я ее искал, и в итоге, слава богу, нашел. Но представьте, что с точки зрения нашего опыта это должно быть немножко иначе. Если, к примеру, у нас на этой станции метро только одно отделение, зачем мне его, к примеру, выбирать? Да? То есть, вот когда вы сталкиваетесь вот с такой работой, чаще всего у вас возникает очень много ошибок, и я не сомневаюсь, что эти люди потратили огромное количество усилий, ресурсов, чтобы создать идеально удобную форму, но тем не менее я бы ее с радостью еще бы доработал, потому что здесь очевидно, что есть ошибки, которые влияют на качество пользовательского опыта, и они, может быть, в каких-то моментах могут меня, как пользователя, сильно раздражать, поэтому очень важно. Но, поверьте мне, опыт – это не только форма на сайте. Вы должны понимать, что опыт – это весь ваш путь от точки входа до точки выхода. Короче, я заказал на сайте Сбербанка эту гребаную карту. Я думаю, все замечательно. Мне не пришла смс-ка, ни отбойка, мне никто не звонил по телефону. Думаю, это же Сбербанк, зачем им тратить свое драгоценное время? Все и так понятно. СМС, конечно, не бесплатно. Да, нет, там была отбоечка, что типа через 2-3 дня
из серии с вами, по-моему, свяжутся, либо сразу приведут карту. Я даже не обратил внимания, думаю, это как бы уже очевидно, что мне привезут карту, если я вбивал паспортные данные, адрес, 4 раза Москву, выбирал станцию метро, несколько минут выбирал станцию метро, отделение, где я должен ее забрать. Уж всем понятно, что через несколько дней я пойду и ее действительно заберу. Но! В общем, я потратил на это 30 минут на форму, ждал 7 дней. 7 дней, представьте, 7 гребаных дней я ждал. И мне приходит, на 8-й день с утра мне приходит смс-ка. Это невероятно! Такой потрясающий опыт нам мог предоставить только наш любимый Сбербанк. Помните, что Сбербанк не меняется. Я очень люблю этот банк, но это прям в их духе. Мне кажется, этот опыт, это даже такой, знаешь, это можно было сказать, что это брендированный опыт. Если вы хотите создать опыт Сбербанка, вы должны действовать именно так. Должны заставить пользователя полчаса заполнять форму заявки на сайте, потом ничего ему не позвонить, не отписать, не это самое, просто через неделю прислать смс о том, что, по техническим причинам, сорян, ничего не будет, просто пойдите в отделение и сделайте это снова от руки все заполнено. Да, от руки там с операционистом, отстойте в очередь. Чтобы вы понимали, это тоже полноценный опыт. То есть вы должны понимать, что работа дизайнера, когда он проектирует вот такие штуки, это не только то, как вы красиво нарисовали форму или удобно нарисовали форму, вы также участвуете в процессе того, как все это работает в совокупности. То есть через какое количество времени с вами свяжутся, насколько оператор с вами деликатно говорил, пришла ли вам почтовая отбойка, когда она пришла, с каким текстом, как она была оформлена. Масса всех этих вещей, это все тоже в том числе ваш опыт. И вы должны понимать, насколько это важно. Вот. Сожжем Сбербанк. Еще разочек. Мне очень нравится этот эффект. Горите все вы за такие вещи. Какой мы опыт? Да? Мы еще раз с вами говорили, что вы должны понимать, что это все опыт, и это все критически важно. А мы с вами, надеюсь, ребята, поддержите нас какими-нибудь комментариями, скажите, вообще вам стало понятно, что такое опыт, что такое пользовательский опыт? Вы вообще... Что дизайнер должен думать чуть больше, чем картинки. Вы поняли, что дизайнер должен включать мозг, когда он к этому подходит? А еще самое главное, что дизайнер, знаете, есть два вида дизайнеров. Первый читают текст, который прислали, когда они ставят текст на сайт, они его читают как-то и расставляют, а вторые просто берут текст, который прислали, вставляют в дизайн и, собственно, погнали. Да. Это два разных вида дизайнера. Обязательно читать текст. Дай бог, чтобы это еще был не лорем ипсум, да, бывает как бы и такое. Я помню, по волосе тоже вставлял бойню с помповым ружьем. Я как-то нашел новость на сайте, бойня с помповым ружьем на Черкиновском рынке, да. Я там что-то по стёбу, думаю, понравилось, зашел копипастой потом. А блок новостей, ты, Игорь, помнишь, у нас на каждом сайте, на главной странице был блок с новостями. И у меня эта бойня с помповым ружьем, она была на 10 сайтах подряд. Я просто, забывал все представлять, не было времени, у меня бойня с помповым ружьем. Слава богу, что клиенты не видели макеты друг друга, иначе я бы попался очень крепко. Вот, печальный опыт человек пишет. Вот правильно, он правильно озадачил, что этот опыт негативный, но есть куча позитивных моментов, и мы сейчас с вами тоже об этом поговорим. Итак, мы из определения такого классического опыта, насколько это важно, приближаемся уже ближе к нашей земле. Все теперь пишут про плохой Сбербанк. Они стараются. Я думаю, через пару лет у них форма заявки с сайта будет работать все-таки. Я думаю, что это не такой прям унылый момент. Футболки наши оценили с тобой. Я специально переодевался. Мы можем даже сделать так, что, не знаю, первые 5 человек, которые, примут активное участие, мы можем разыграть просто их. У нас есть эти футболки с запасом, ребят, поэтому... Так, очешуительно понятно, тут пишут. Че? Очешуительно понятно. Очешуительно? Классное слово, очешуительно. Так, понятно. Опыт — это учесть время, за которое с вами свяжутся, вот тут спрашивают. Это вот уже к вам, к Skillbox Сбербанк. Ладно, ребят, давайте продолжать, чтобы мы вы тут не скучали. Итак, мы говорили про какие-то глобальные философские слова, про опыт. Я думаю, что опыт останется опытом, и вам в целом все понятно. Я думаю, что некоторые или даже многие из вас спросят, а как же нам все это понимание и правильные вещи приложить к делу, если мы делаем самые обычные корпоративные сайты, лендинги, не знаю. Давайте с вами разбираться. Мы приближаемся очень к важной такой части, которая называется структура сайта. Структура сайта, на первый взгляд, неочевидная штука, потому что, вот смотрите, у нас простой сайт, который состоит всего-навсего из 6 разделов.
самая главная, конечно, главная страница, а компании, услуги, проекты, события и контакты. Казалось бы, 6 разделов, что тут можно вообще? Просто, да даже не о чем с заказчиком говорить, уже все понятно, бегу рисую. Вот. И мы приближаемся к такому важному понятию, как навигация. Навигация у нас, как ни странно, может быть простой, а может быть и не самый простой. И начнем мы с вами с самой убийственной навигационной системы, а это система сайтов IBM. Вот вы пришли, к примеру, на сайт IBM и решили выбрать себе какой-нибудь продукт. Смотрите, как работает меню. Где-то выпадает, где-то не выпадает, где-то выпадает, а где-то выпадает, а где выпадает у вас мега-меню. А мега-меню это, смотрите, вы тут не идете вниз, у вас выпадает справа, у нас выпадает справа, и здесь выпадает, а здесь тоже выпадает, а здесь не выпадает. Здесь выпадает, так, мы идем. Ну, реально у них очень много решений, поэтому очень сложно ориентироваться. И вот меню первой категории, второй категории, так, ну давайте пойдем в IBM Blue Mix, так, пошли, ой-ё, это какой-то совсем другой сайт, у них другая навигация, тут еще сколько карточек, какие-то ссылки, ой, мы кликнули еще куда-то, ой, это какой-то уже третий сайт, и ой, а где я вообще нахожусь? Ой, а тут какая-то другая выпадающая навигация. Как вернуться обратно? Как вернуться обратно, где я нахожусь? Люди, спасите меня, я запутался. Это пример сложный и неоднозначной навигации, однако она имеет место быть. Когда у вас 250 сайтов, 40 с лишним тысяч страниц, такие сайты бывают, они очень непростые и на самом деле не всегда понятно и очевидно, как сделать удивительную и удобную навигацию для всех групп пользователей. Я вам просто говорю, что вот такие случаи бывают, такие монстры у нас в интернете живут, и дизайнеру одному справиться с таким объемом, чтобы спроектировать идеально удобный опыт, практически невозможно. Я просто имейте в виду, такая штука бывает, и с этим можно как-то жить. Но это не совсем хорошо. Я приведу другой, более правильный пример. Вот, к примеру, навигационная система Uber, которая делится по блокам, по целевым аудиториям. В данном случае у нас вверху самые главные ссылки для пользователей, для водителей и города присутствия Uber. С правой части у нас получается с помощью входа стать водителем. Внизу у нас классическая карта сайта, для тех, кто ничего не нашел. У нас в подвале, соответственно, дублируется карта сайта. И карта сайта также дублируется в выпадающем бургере слева. То есть вот при такой, скажем так, средней навигационной структуре можно, к примеру, делать вот такие замечательные вещи с навигацией, а именно делить ее на целевые сегменты, то есть делать один тип навигации для целевых групп пользователей, делать сервисную навигацию, которая у вас включает вход, помощь и зарегистрироваться, и, соответственно, сопутствующую карту сайта. Достаточно хороший, удачный пример реализации навигационной структуры не совсем в лоб. На самом деле, вот для простых сайтов есть еще тоже один очень неплохой пример, когда вы, к примеру, можете делать навигационную структуру в виде превью PDF-документа. На самом деле это обычный сайт, но если мы хотим переключиться из раздела в раздел, мы кликаем на меню, и вот так вот страницы, разделы у нас между собой могут меняться. Казалось бы, нету такой прозрачной навигации, но при этом ее реализация, она достаточно такая уместная и интересная получилась, у этих ребят. Повторюсь, очень и очень интересно и необычно. Но при этом вы всегда понимаете, как это работает. Это очень важно, что у вас создается как раз тот самый новый опыт, но вы прекрасно понимаете, как с этим работать. Это тоже пример обычного навигационного меню. Естественно, нередко мне ставят пример, как же так, какая там к чертям там навигация, давайте бомбанем, ребята, чтобы было больше анимаций, чтобы все летало. Это пример Award Winning Sites, то есть это сайт, который выиграл на Awards. На Awards, в принципе, практически каждый сайт, он, в принципе, плюс-минус такой же, когда давай, непонятно что и как, неважно, но главное, чтобы салют, фейерверки, анимация, все было, как говорится, у нас на топ-уровне, чтобы пацаны заценили. Давай сейчас вот тут и превьюшки, какие-то у нас там категории, меню вывалился, я ничего не понял, загрузка, пиксели, какие-то штуки, видео, градиенты, какие-то буквы. Есть определенная такая целевая аудитория, где подобный формат, он достаточно хорошо работает. Фестивальный сайт. Пускать пыль в глаза, то есть это фестивальные всякие промо-сайты. Здесь, конечно, говорить о каком-то конечном опыте достаточно сложно, потому что
пользователи, которые приходят на эти сайты, они реально любят проходить подобные квесты, типа так, как найти их контакты, или как найти их последний кейс, и они тратят на это какое-то значительное количество времени, потому что между вот этими переключениями у них возникает вот этот вот сказочный опыт того, что все заанимировано, и, в общем-то, это тоже варианты, да, но ни в коем случае не для банка, например, вы должны понимать, что разные группы пользователей, разные цели, и вы должны прекрасно понимать, что эти вещи несовместимы между собой. Мы как раз сегодня об этом, обо всем говорим. Вот, поэтому, когда речь начинает у нас подходить к такой теме, как навигация, вы должны составить простейший майндмап. Майндмап — это такая штука, очень забавная. Вот она выглядит таким образом. Проектировщики называют их крабиками. Крабиками, потому что у нас есть что-то в центре, это обычно главная страница, и вот все эти разделы с подразделами у нас расходятся вот такие вот клешни. Их бывает много, бывают вот такие, бывают такие. Вот для этой истории вы можете скачать, использовать бесплатное приложение MindNote или облачный сервис MindMeister. Очень хорошо это помогает для того, чтобы вы разложили всю навигационную структуру сайта по полочкам и чтобы вы могли понять и оценить объем работы, который вам предстоит делать. Вот, к примеру, пример майндмапа нового сайта Skillbox, да, вот, которым мы сейчас занимаемся. Здесь, например, видно, где главная страница, там даже можно приложить вот превьюшку главной страницы, дизайн главной страницы. Кстати, вот сзади нас тоже разложены вот эти вот макеты. Мы просто проектируем и смотрим, как это все будет выглядеть, в том числе и распечатанное на доске. Показать побольше. Нас там, видите, большой сайт. Это вот то же самое, только распечатанное. Мы тут садимся, вот и, к примеру, вот эти вещи уже обсуждаем на ходу, правим карандашом, там это тоже в том числе очень эффективно. Но в данном случае вот как MindMap выглядит конкретно привязано к нашему проекту. То есть это не то, что я там вам какие-то такие вот штучки показываю, там типа из серии «Кино не для всех». Нет, на самом деле мы этим пользуемся ежедневно, и это очень классно раскладывает вот эту мешанину в структуре сайта у вас по головам. Это очень важно. Вот, соответственно, вот, казалось бы, такая простая навигационная структура сайта из 6 разделов, главное, контакты, услуги, проекты, события, контакты, казалось бы, да, она у вас на самом деле как будет выглядеть в MindNote, а будет она выглядеть у вас вот аж вот так. То есть вы понимаете, что вот, к примеру, глядя на такой mindmap, то есть вот глядя на такой, сколько нам рисовать страниц? Вот ты встречаешься, ты говоришь, там делать нечего, у нас всего-навсего будет 6 страничек. Ну, контакты вообще не Да. Вы такие, да, окей, хорошо, прокам, 30 тысяч, побежали, делаем, рисуем. А потом оказывается, что у нас проекты это не простые, а золотые, там будет фильтр по услугам, по отрасли, по партнерам, там будет список проектов, там будет карточка проекта. На главной странице еще есть события. События — это не просто события не простые, события золотые. Там у нас семинары, публикации, статьи, цифры, факты, новости, да черт побери. И сколько это всего вам придется рисовать шаблонов. Вы понимаете, что вы ввязались в большую драку за 30 тысяч рублей. Вот поэтому очень важно, даже и когда вы делаете очень простой сайт, рисуете, берете такой подряд, очень важно взвешивать все это на берегу и вот делать такие простейшие штуки, то есть тем самым раскладывая навигационную структуру до самого конца, чтобы не чтобы, конечно, стрясти с заказчика побольше денег, чтобы прежде всего, тоже. Ну для этого да, но чтобы сделать прежде всего качественный, хороший продукт, который будет обладать адекватным пользовательским опытом, чтобы человек в главной странице мог попасть в проект откуда? Из навигационной цепочки, чтобы эта цепочка была прозрачная, понятная, и у нас край этой вот цепочки — это вот эти последние разделы. Это очень важно и очень полезно, если мы говорим о каком-то стартовом уровне UX UI. Вот. Теперь мы, наконец-таки, я думаю, разобрались с навигацией. Если, ребята, у вас есть какие-то вопросы относительно навигации, задавайте. Мы продолжаем двигаться дальше и немножко расскажем про сценарии. Сценарии использования. Есть такое определение, я думаю, что некоторые из вас даже сталкивались с таким моментом. Сценарий, что это такое сценарий использования? Что? Вот, для чего он вообще? Мне же и так все понятно. Зачем мне какие-то сценарии использования? Иногда эта штука называется Customer Journey Map, CGM, да, сокращенный. Если вы от аналитика или проектировщика слышите вот это, да я тебе CGM-ку там скинул, что-то там не понял, что не разобрался, вы не должны это воспринимать близко к сердцу, не пугайтесь, на самом деле это очень простая штука, вы просто должны понимать, зачем это создано, зачем эта штука нужна. Вот простейший CGM, сценарий использования. То есть я пришел или оказался в точке А, и у меня есть цель определенная, мы ее определим.
что я должен оказаться в точке Б. Это моя главная цель. Я должен с точки А попасть в точку Б. И как мы должны как бы этот сценарий держать в голове, когда мы, к примеру, проектируем и рисуем что-то, да? Мы сейчас посмотрим прямо на живых примерах, но в нашем понимании сценарий, он всегда должен быть ультрапростой. То есть, если сценарий определен, наша задача как дизайнера, сделать его предельно простым, чтобы пользователь в процессе прохождения вот в этом сценарии ни в коем случае не отвалился. То есть, это как бы это критически важно. Поэтому мы всегда стараемся делать вот такие красивые штуки, как просто А и Б, и все понятно. Но чаще всего бывает, скорее всего, вот так. То есть человек приходит в точку Б, хотя он должен был прийти в точку А, и пытается как-то обратно наверстать себя в точку А, хотя он там вообще не должен быть. Да? И в процессе у него вот вместо такого простого решения возникает вот такая белиберда. Вот в частности, для примера, к сожалению, сайт Transair уже, сама вся компания Transair уже обанкротилась. Я вполне полагаю, что это, конечно, не Сбербанк, но сайт Transair, мне кажется, добил авиакомпанию Transair, потому что те, кто помнит этот сайт и кто пытался на нем найти авиабилеты, это было просто невозможно. Я просто не понимал, зачем они мучают пользователей, потому что вы всегда выбирали, к примеру, город вылета и город прилета, сдавали дату, и всегда не было билетов, потому что Transair не слишком регулярно летал в определенные города, и вместо того, чтобы давать вам билеты на ближайшие даты, они просто говорили, что билетов нет. Вот. И у вас было полное ощущение, что вы ничего не можете с этим сделать. Естественно, не говоря уже о том, какая здесь глобальная эмоциональная составляющая, какие багровые ковры, неон глоу, вензеля, заказ такси и все что угодно. Кроме авиакомпания Капсом с Times New Roman просто, и Италиком еще. Да, в общем, дизайнер здесь постарался. Вот, а пользователь, который хотел купить авиабилет, в общем-то, для него это была большая проблема и достаточно серьезный квест, поэтому билеты на сайте Transair, я думаю, продавались достаточно плохо. Вот. Но это к вопросу. Мы должны понять и определиться, что в рамках сайта простой юридической компании для нас есть сценарий. Первый шаг – это зайти на главную. Второй – ознакомиться с услугами, да, естественно, если заходим на главную, да, вроде так ничего дизайн, а чем те ребята занимаются? Да мне надо там дом у жены отсудить. Надо ознакомиться с их услугами, да, что они реально делают. То есть вы должны всегда включать мозг пользователя. Зачем он зашел на сайт юридической компании? Не за тем, чтобы оценить ваши гребаные красивые плитки или как у вас там бличок упал от цифры или еще что-то. Он всегда заходит для решения конкретной задачи. Вы должны четко знать, что это за задача. Ты аж зазевал. Недавно не обращался к юристам, да? Ты не смотрел, какие у них замечательные сайты? Ладно, не будем. Смотрел. Да, это еще те ребята. Вот, должны ознакомиться с услугами. И третье, перейти в раздел «Контакты», чтобы, соответственно, вы нашли нужную услугу, и вы должны быстро найти, как с ними связаться. Там, не знаю, по мессенджеру, отправить сообщение, либо набрать по телефону. Вот и все. Очень простые сценарии у нас. Или, соответственно, да, либо перейти в раздел «Раздатки», либо, соответственно, отправить запрос, как я уже и сказал. Простые сценарии. Действительно, это очень легко, и на примере сайта юридической компании здесь не возникает вообще у вас такого активной фрустрации на тему того, что такое сценарий использования. Поэтому так часто вы не обращаете на это внимание. То есть вроде как вы договорились, структура определена, а как пользователь достигает цели, но если цель такая банальная, то скорее всего вы это не будете прорабатывать. Поэтому я тут пишу на этом слайде, что это достаточно легко, чтобы вы на это не обратили внимания. Но вот, к примеру, главная страница сайта банка и ключевые сценарии использования. Мы видим, что ключевых тут на самом деле штуки 4, это кредиты, депозиты, калькуляторы там, и так далее, но есть куча еще всяких мелких сценариев, которые практически еле видны, и вот на проработку такого большого толстого сценария уходит, поверьте мне, значительное количество времени. Это как раз вопрос о том, чтобы не получилось так, как на сайте Сбербанка, да, чтобы там станция метро была введена как нужно, и ближайшее отделение подставлялось автоматом, да, это тоже все уходит в сценарий использования. Это что касается сложных всяких схем и диаграмм, с которыми нам приходится сталкиваться. Вот в том числе сценарий использования, как мы прототипируем, это называется low-poly эти прототипы, это низкоуровневые, да, когда мы просто от точки входа до точки выхода вот рисуем такие смешные картинки, как мы, будучи детьми, рисовали в детском саду. Однако эта штука хорошо работает. А когда у нас появляются высокодетализированные прототипы, вы можете как раз их наблюдать
наблюдать у нас за спиной, да, когда мы их уже в таком же флоу развесили за собой. Вот в данном случае тоже яркий пример уже детализированных, это не высоких, это детализированные прототипы. Я думаю, вы также с ними часто сталкиваетесь. Это уже такая история, где вроде как даже проектировщики поигрались там с композицией, у них там даже и шрифты к чему-то прибиты, и стрелочки появились, и все это как-то отцентровано. Вроде как бы кажется не так уж плохо. И такой вид прототипов, он тоже как бы имеет место быть. Вот. Ну, это тоже один из примеров отчетов, ничего вроде бы интересного. Ну и по итогу этой лекции, которая уже потихоньку подходит к концу, по итогу нашего первого замечательного дня, мы подходим к тому, что сейчас вам покажем на примере... Подожди, здесь еще вот вопросик есть. Сценарий строится с учетом персонажей, как там про... Да, абсолютно верно. Мы сегодня не говорим про персонажей, но сценарий строится, конечно же, с учетом портретов пользователей. Их может быть несколько, исходя из целевой аудитории сайта. Иногда, когда вот мы начинаем работать, мы проводим аудит, про эти все процессы мы как раз с вами завтра поговорим. Завтра будет более скучная лекция, но мы постараемся ее как-то разбавить какими-то картинками, примерами. Но это сейчас не все, а сейчас еще будет да, мы как раз, пару интересных вещей. Да, мы как раз хотели, вы сейчас не расходитесь ни в коем случае, мы сейчас покажем вам пример кейса Sharp, что в итоге получилось из вот этого сайта простой юридической компании. Мы сейчас с вами запустим видеоролик и покажем, как выглядят вложенные страницы и какая там, в общем-то, фишка есть в UX для того, чтобы этот сайт был, ну, к примеру, относительно необычным для юридической компании. Ну, во-первых, еще раз, всегда мы запаковываем, делаем такие красочные замечательные кейсы. Это наша фишка. В том числе, когда презентовываем нашу работу заказчикам. Ну, то есть понятно, как будет, к примеру, у нас, как мы будем взаимодействовать с карточками, что они у нас могут проявляться, меняться, могут быть разными. Вот здесь как раз есть разные разделы, как мы их прорабатывали. Но мы всегда подходим overview, такой motion. Вот здесь на примере понятно, вот у нас главная страница. И, соответственно, мы вот прокручиваем еще главную страницу в анимации. Вот эти штуки анимационные можно делать в Principle, во Flint. Сейчас есть очень много. Вот, ну вот, к примеру, мы провалились в раздел компаний. Вот, там есть огромная тоже первая шапка. Вот как работает контент. Есть вот у них разные партнеры. Заметьте, что нет третьего уровня вложенности, который был назван на крабике. У нас все реализуется через такие модальные окна. То есть мы кликаем на какую-то ссылку, у нас открывается модальное окно. И, собственно, мы это модальное окно закрываем. И, собственно, вот таким образом у нас произошла с вами работа над вложенными страницами. Здесь, в общем-то, все с точки зрения лейаутов очевидно прописано и понятно. Вот эта история про модальные окна, которые у нас скроллятся еще бесконечно, передаваясь, там, не знаю, и переходя из одного подраздела в другой. Вот, соответственно, если вам будет интересно, вы можете зайти на наш профайл на Behance, на раздел этого кейса и посмотреть в деталях, как, в общем-то, выглядят все вложенные страницы. Вот, ну и тут какие-то вещи уже непосредственно по оформлению. Вот, на этом, по большей части, у нас еще есть какие-то определенные ролики, да, я помню, то, что мы... Есть, не, да, впереди? Да, есть. Мы давайте еще немножко покажем, как мы вообще презентуем работу клиентам, что есть опыт с точки зрения презентации, да, это тоже очень важно. Мы сегодня с вами весь вечер говорим про опыт, а опыт это не только то, как вы это нарисовали, там, да, продумали, но и опыт с точки зрения того, как вы первый раз принесли это, показали вашему клиенту. И мы сейчас покажем несколько роликов, как мы вообще готовим дизайн-концепции, продумываем их и в каком виде мы первый раз в жизни показываем их клиенту при личной встрече. Ну, соответственно, идеальный UX, UI, это не забываем про то, что у нас After Effects, Principle, Flint там и так далее. Вот, ну и, соответственно, смотрим ролики. Это был пример дизайна сайта Тачбанка. Вот, к примеру, тоже очень интересный пример. Это редизайн ОККО.
Ну и тоже небольшой дополнительный пример. Это была у нас... Мы так презентовали... Не могу попасть. Начинай. Это так мы презентовали дисконтную программу лояльности для сети магазинов «Пятерочка». Вот такую карту вам сейчас дают. Я на самом деле вчера убедился, что они ее реально дают. Вот я ее не активировал, к сожалению, до сих пор. Но вот тоже вот таким образом. Здесь, правда, без музыки уже. То, что если пока нет музыки, расспрашивают, делает отдельный человек ролики и долго ли делает. Я сказал, что часто делает тот же дизайнер, который рисует макеты, и обычно 1-3 дня в целом. Ну, сейчас уже 50 на 50, то есть в половине случаев делает прям тот же дизайнер, кто и рисует, благодаря таким программам, как Principle, Flint, еще Framer.js, есть что-то еще. Сейчас уже как-то с этим становится попроще. Но есть у нас, конечно, супер заправские такие серьезные убойные спецы, которые делают на After Effects, но проблема с After Effects заключается в том, что там главное не переборщить, можно в After Effects все сжечь к чертям, то есть там вообще космос устроить, кнопки в 3D, чтобы летали, но, к сожалению, с точки зрения кодинга такая штука не реализуется. И еще один пример, это кейс для бренда «Русский стандарт Империя», их private banking. Вот это тоже рабочий проект. Все на самом деле, все, что здесь вы видите, у нас есть на нашем профайле на Behance. Можете все это посмотреть в деталях. То есть вот эти вещи, они как бы, конечно, за счет того, что мы так готовимся, к вопросу о том, Марфа Петровна, добавьте больше красного. Вот когда есть такая степень продумки и подготовки к этому, то, конечно, заказчик практически не вносит правок на входе, и мы всегда стараемся работать именно так. Вот. Ну и еще, соответственно, метод Гипербранс последний, тоже интересный такой проект. Ну, собственно, на этом хочется вам рассказать. Если уже спрашивают, каким навыкам нужно обладать для обучения, что там, как всему этому учиться и прочее. На какой технике вы работаете, iMac и MacBook, да можете и на винде работать, ничего страшного нет. Принципов там только под винду нет, единственный минус. Фотошопы и скетча нет, да. Вот, а так, кто-то на MacBook работает, кто-то на iMac, это не принципиально. И, конечно, хочется рассказать немножко про наш курс UX-дизайн. Это самый большой уже курс по, собственно, UX-дизайну. Наверное, Сергей является его, как это сказать, не как вдохновитель, как это называется, кто там? Продукт-оунер. Продукт-оунер, да. Да, это ужасное слово. Собственно, самый большой курс, 1500 студентов. У меня сегодня для вас огромнейший, самые крутые у него условия. Я немножко расскажу про то вообще, что это и как это. И покажу, самое главное, работу выпускников, что делают наши студенты, потому что они делают магические штуки. И самое крутое, что сегодня у нас самые сладкие условия, потому что в эту пятницу у нас будет Photoshop Battle. Я не знаю, если вы слышали или не слышали, что это за формат. Это формат, когда мы двух дизайнеров в прямом эфире сталкиваем. Я могу вам скинуть там ссылочку потом. Вот, и вам уведомления придут. Собственно, это такое большое событие, которое получает большой резонанс. И мы решили, что после этого Photoshop Battle мы увеличим стоимость курса, и поэтому вот эту всю неделю у нас самые крутые, самые сладкие условия на этот курс. Но перед тем, как показать вам и рассказать про него, я хочу просто показать вам, что делают на выходе наши студенты. Вот. Так. Начало что курса, что помимо того, что он идет 4 месяца, еще 2 месяца идет дипломная работа. Дипломная работа делается для реальных клиентов. Это Йота, Газпромбанк, Мост.ру, Каспийбанк, НТВ+, кто там еще? Газпромбанк, ВТБ-24 присоединился. ВТБ-24 присоединился, концерн Калашникова присоединился. Был уже Почта-банк был. В общем, все самые топы. И для них, соответственно, наши студенты делают вот такие большие проекты. Да, то есть это вот большие презентации. Это не просто рисование картинок или кнопок, как раз совсем не исследование. Все это вот мы на курсе, собственно, и учим. Да? Как раз все эти сценарии, как раз эти профили пользователей, как раз всякие версии там различные. Вот, погнали. Вот это один из примеров дипломной работы для Йоты. Естественно, из каждого
то есть есть реальный заказчик с реальным брифом, и вы для него делаете проект, и потом в портфолио себе, вот здесь даже интерактивные прототипы, в портфолио себе этот проект, собственно, кладете и увеличиваете свою стоимость в несколько раз. Или просто начинаете работать в какой-нибудь компании гораздо лучше, да, там всякие интерактивные прототипы у нас делают, это все тоже показываем, рассказываем вот такие штуки. Это только одна работа, да. Вот вам еще одна, для этого потом разберем. Вот еще вам пример Газпромбанк, да. Девушка работает в Creative People. Вот она сделала такую историю. Куча, опять же, макетов, как раз CGM-ка. Вот она устала рисовать все это. Сделала, естественно, анимации. И самое крутое, что она еще... Выключу звук, заморочилась и сняла видео для дипломного проекта. Вот так вот это все выглядит. В общем, такой серьезный уровень. Сейчас еще я вам что-нибудь покажу, что наши студенты делают. Каспи, да, Каспи Travel, концепция мобильного приложения. Вот они пошли портреты. Тренды. Представляете, если вы будете делать такого уровня работы, то, наверное, вы уже не будете делать лендинги за 20 тысяч рублей, или 30 тысяч рублей, или сколько там. А, наверное, вы уже будете работать в нормальной компании. Вот бенчмаркинг пошел. Вот он, пам-пам-пам-пам-пам. Визуальный дизайн, референсы. И вот уже дизайн-концепция. Поехала. Со всякими крутыми. И еще анимационный прототип, естественно. Сейчас он загрузится. Как вам работа, которую наши студенты делают? Мне кажется, это действительно классный уровень. Через 4 месяца делать такие штуки. Через 4 плюс еще 2 месяца, собственно, они разрабатывают и учатся это все делать. Получают кучу комментариев, кучу всяких проверок. Сейчас я расскажу про формат этого курса, что там, как там. Дам вам еще огромнейший. У нас сегодня действительно на эту неделю самые крутые условия на этот курс. Таких мы еще не делали. Еще пример Каспи. Иконки, логотипы. Так. В общем, если в следующий раз если вы на собеседование придете с такой презой или к заказчику придете с такой презентацией, то, я думаю, уже ценник у вас будет повыше. Можно опять прототип посмотреть. Так, процесс тут. Вот еще прототипы, да. В общем, целая куча таких у нас есть учеников. Давайте, вот у нас еще был тут еще один диплом для йоты, собственно. Йота еще была, да. Йота, вот такие. У меня же компьютер тормозит от объема презентации. В общем, у нас есть ощущение, что, мне кажется, все самые крупные российские заказчики или уже работают со студентами нашего курса, или будут работать, поэтому на самом деле все самое интересное еще впереди относительно дипломных проектов и крутости клиентов, и это реальные еще, то есть реальные заказчики, которые будут сидеть на защите, и вы сможете с ними познакомиться, пообщаться, понять вообще, какие есть проблемы у них в бизнесе, какие стоят задачи. Все задачи дипломных проектов сервисные, а именно это средние или сложные системы, для которых необходимо разработать удобный, доступный, понятный и красивый интерфейс. Поэтому это все важно и интересно. И это один из таких ключевых. Здесь, значит, да, спрашивают. 4 месяца, 2 месяца диплом, в итоге 6 месяцев. Да, в среднем 6 месяцев, плюс-минус, кто-то там запаздывает, кто-то догоняет. Это первое. Второе. Выложите работу студентов публично, чтобы никого не было там желания публиковать. Работу студентов скоро выложим. У нас готовится сейчас большая, крутая страница про выпуск курса с выпускниками, с работами, кто куда забрали. Потому что у нас есть реальный кейс, что девушка из Ростова-на-Дону открытие забрало, перетащило в Москву, перевезло. Что у нас сегодня с ударением? Да, то есть молчал весь вебинар, вот. Не разговорился. Где-нибудь презентации эти можем посмотреть. Презентации и, собственно, как посмотреть презентации, как оставить заявку на курс, сейчас я вам все расскажу. Сейчас я расскажу про формат курса. Формат удаленный, можно походить из любой точки мира. У нас, собственно, из разных точек мира студенты проходят, со всего мира русскоговорящих. Как получить отзывы, презентации и с огромной скидкой и все прочее. Здесь есть кнопка «Прийти к специальному предложению» под видео. Вы на нее нажимаете. Здесь можно заполнить 3 поля: имя, имейл, телефон. Если вы хотите там смотреть отзывы, примеры работ, получить скидку и все прочее, соответственно, вы заполняете 3 поле, нажимаете «Забронировать место со скидкой», и мы вам перезвоним в течение часа, отвечаем на все вопросы, показываем все презентации, все прочее. Скоро страница появится в открытом доступе со всеми презами, но чтобы не тормозить, потому что именно в эту неделю у нас будет действительно самое крутое условие, сейчас про них расскажу. Вы заполняете 3 поле, нажимаете «Забронировать со скидкой»,
И самое главное, что, во-первых, это вас не обязывает покупать курсы или бежать что-то оплачивать или что-то еще, ни в коем случае. Вы просто показываете, что вам интересно. Мы вам звоним там в течение часа, ну плюс-минус. Отвечаем на все вопросы, можете завалить нас вопросами. И, соответственно, только если все нравится, то уже приступайте к обучению. Договоритесь, когда приступаете. Второе. Тем, кто здесь оставляет заявку, только эти люди получают доступ к огромной скидке и большущему подарку, про который я сейчас расскажу. Соответственно, у нас такое правило по отделу работы с клиентами, что только люди, оставившие заявку, имеют доступ к этому предложению. Поэтому не тормозите, у нас стоит 25 мест со скидкой, в онлайне 300 с лишним человек. Делайте выводы, что 25 мест разлетятся очень быстро. Что это за курс? Идет он 16 недель, 4 месяца. Кто-то идет дольше, кто-то меньше, потому что, естественно, вы идете в своем темпе, можете, например, одну неделю там позанимались поинтенсивнее, вторую там у вас большая загрузка, не позанимались. Вот. Ссылка на программу курс тоже есть, все есть, оставляйте заявку, там все вам предоставим. Что говорят про этот курс, да? Работа студентов, еще есть отзывы. Арт-директор Home Credit банка. Сейчас меня часто спрашивают, когда будете учиться, особенно молодые дизайнеры, всем советую только этот курс. Даже не представляю, сколько лет меня к вам записалось. UX-дизайнер из Japan Systems. Так, формат онлайн-обучения очень удобен. Так. Именно эти знания, которые я получил на курсе, помогли мне выполнить тестовое задание при поступлении на новую работу. Класс. Почта банк, дизайнер интерфейсов. Когда нас беседуем, не знаю, что еще в Skillbox, работодатели оценили, сделали выбор в мою пользу. Мы недавно сделали обзвон студентов и выяснили, что 31% всех студентов сменила работу и стало больше зарабатывать. Это очень круто, что треть тех, кто вообще получил доступ к этому курсу, стали либо больше зарабатывать, либо устроились в какое-то более классное место. Все преподаватели, действующие партнеры студенты со стажем, да, то есть это вся команда АИС, арт-директора, аналитики, Сережа, естественно, куда ж без него. Там 4 больших блока, не буду сейчас рассказывать все модули, как бы всю программу. 4 больших блока, стратегии, ну, может, по блокам скажешь? Чего уж там, да. Я не стал со всеми этими. В общем, это действительно самый широкий охват знания современному UI UX, который включает стратегию, тот самый UI UX, концептуальный дизайн и визуальную часть в том современном виде, который непосредственно применительно к оформлению интерфейсов. Да. Особенности все происходит в онлайне, проверка домашних заданий, дипломная работа, и вполне вероятно, если вы сдали диплом и показали себя бодрячком, то это в том числе стажировка в АИСе, у нас в Skillbox и еще в ряде агентств, включая территорию заказчика. Конечно, когда вы выбираете дипломный проект под конкретного заказчика, есть шанс, что конкретный заказчик вас на выходе пригласит к себе на работу. Это тоже как бы учитывается. Да. Соответственно, тем, кому это интересно. Сейчас еще, у меня еще есть офигенный подарок, поэтому не тормозите, а заполните заявку. Собственно, тем, кому интересно, 3 простых поля, да, кнопка под видео, вот. Здесь тебе говорят, что твоя работа, кстати, выглядит как шаблон за $5. Империя. Артем наверняка знает, как сделать лучше, я его приглашаю на диалог. Может, Артем, давай приходи на батл. Зачем? Или на батл, фотошоп, конечно. Давайте зажарим так, чтобы... Тем, кому интересно, собственно, кнопка, заполнять 3 поля. Еще раз скажу, это вас не обязывает покупать курс, ничего там страшного в этом нет. Вы нам там все звоните, задаете все вопросы, программу, отзывы, там, работу, покажите то, это. Вот, все подскажем. Сереж, вот, наверное, к тебе вопрос. Какая степень загруженности у студентов за время курса? Как понять, какая загрузка? Видимо, сколько времени на курс? Я думаю, что нужно уделять курсу где-то в районе 4-6 часов в неделю. То есть 1-2 вечера в неделю. Да. Либо там полвыходных. Вот. Так. Как взять от вас вашего выпускника на стажировку? Если у вас хорошее классное агентство, то напишите нам в Skillbox. У нас агентство, действительно хорошее, раскладывает. 5 человек уже не стажировка, а устроилось, я открою тут страшную цифру, устроилось в АИС, 5 дизайнеров с курса уже работают в компании АИС. В Почте банке работают, где-то еще. ВТБ-24, Газпром там, кто там еще забирал? СМП банк выкладывал вакансию, ЕПАМ, да. Естественно, теперь про формат обучения. Что это и почему это действительно классно работает. Мы долго ломали голову, как это сделать. Вот, например, сейчас, живой вебинар, вам надо сейчас быть у компьютера, иначе все пропустите, не очень удобно. Если вы в дороге, если вы за городом, если вы заняты, как все это сделать, чтобы студентам было классно? Поэтому взяли всю программу, взяли всю команду, затащили прямо в студию, у нас там есть целая студия специально для этого построена, для записи видео, и сняли с ними больше 30 часов видео в классном качестве, с хорошим светом, звуком, записью экранов, презентации и так далее. Порезали их на удобные маленькие части, и вы можете смотреть эти видео в
дороге, на телефоне, планшете, ноутбуке, там, я не знаю, за городом, в офисе во время перерыва, когда угодно, валяясь на диване, там, как хотите. Потом, получили знания. После этого в каждом модуле есть домашнее задание. Это самое классное, что есть в курсе. Ну, кроме дипломной работы. Взяли, собственно, домашнее задание и, добрались до компьютера, выполнили домашнее задание через специальную систему, через личный кабинет, отправили задание на проверку. В течение 3 дней ваше домашнее задание проверяется, собственно, команда ИС, и вы получаете большой развернутый ответ, что хорошо сделано, что плохо, что поправить. Ну, еще вас на переделку могут домашнее задание отправить, если вы схалтурили. Но если хорошо выполнили, то получите кучу комментариев. И вот он, настоящий арт-дирекшн, да, почему дизайнеры сильнее всего растут, когда рядом с ними арт-директор, потому что они дают комментарии, вы смотрите не на работу соседа, да, там, или на кейс какой-то другой, а именно по вашей работе дают комментарии. Вот. Соответственно, в шагу, ведущих к результатам, наша задача, чтобы вы сделали крутую дипломную работу на выходе и устроились в классное место или подняли свой ценник. Сережа здесь спрашивает, что стать хорошим дизайнером, надо ли уметь рисовать? Ну, пока Сережа в мобильнике сказал, что ни Серег, ни я рисовать не умеем, и в целом нормально себя прекрасно чувствуем, да. Вот так все выглядит, собственно, видео, курс, презентации, записи экранов, все там это внутри есть. Плюс разбираются, как делали ребята 3 кейса. Госуслуги, Bittrex24, НТВ+. Это тоже все внутри. Плюс, очень классно, что есть закрытая группа в Фейсбуке. Вы попадаете в закрытую группу в Фейсбуке, где со студентами общаетесь, попадаете в экосистему, общаетесь с классным дизайнером, подтягиваетесь. Вы можете спросить у команды АИС там любые вопросы. Все отвечают, все подсказывают. Вот. Соответственно, плюс. Взял курс в прошлую пятницу, какие подарочки я пропустил. Но если взяли курс, то буквально несколько дней назад, ничего страшного, свяжитесь с нами, мы эти подарочки, про которые сейчас скажем, вам подарим. Вы приятно удивитесь. Вот. Плюс закрытая группа в Фейсбуке, да, здесь же выкладываются непринятые концепции от АИСа, те, которые там у ребят не приняли по тем или иным причинам. Все дизайн-концепции, презентации, все выкладывается, это действительно круто, здесь даже бренд замазал. То, что нельзя выложить закрытый доступ, но можно показать студентам, все показываем, все рассказываем. Вот, вебинар ответ на вопрос, когда накапливаются вопросы, это тоже все даем. Домашнее задание уже сказал. Удобный личный кабинет, он адаптивный, телефоны, планшеты, там все без проблем. Ну и плюс, я уже сказал, в портфолио вы кладете самую лучшую работу за всю свою дизайнерскую карьеру. Начинаете стоить в несколько раз больше. Это круто, да, то есть уже назвали бренды там, Газпром, Мосру, НТВ+, Каспи, там, Йота, и так далее, и так далее. Вы уже посмотрели работы, ну, это действительно классно. Дипломная работа там, да, это стратегия и визуал, собственно, тот самый UX, это получается. Когда записались дизайнеры уже из Связного, из Redcast 2 человека, господи, я не знаю, откуда еще, One2Trip, откуда только Люксофт, там, Яндекс, Эльдорадо, откуда только не записались. Еще пару отзывов, да, вообще у нас есть больше сотни отзывов, опять же, оставьте заявку, запрашивайте, мы вам их вышлем. Сперва смущал формат, но оказалось действительно комфортно, спасибо. Так, формат безумно удобный, большой плюс для меня общую копилку знаний, все здорово, преподаватель на большую 5. В рамках моей текущей работы удалось повысить свой ценник, ну да, действительно, дизайнеры после этого начинают стоить дороже. Про этот курс сказали, говорят уже все, кому не лень, рекламируют весь рынок. Сбербанк тоже, наш любимый рекламный, тоже наш курс рекомендует. Вот. Один из Bittrex, Mail.ru, руководитель дизайн-команды, рекомендует там и CRM. Артем Геллер, собственно, является, как Сережа любит говорить, студентом. Студент 4-го потока, да, прогульщик. Студент 4-го потока, тот, кто занимается сайта президента Российской Федерации. Тинькофф нас рекомендует, Рамблер нас рекомендует, Грейп нас рекомендует, Теглайн, в общем, все. Вот такую кучу всего вы получаете. И самое классное, что все это благодаря нашей системе обучения, когда мы предзаписали всю команду АИС, которая стоит немерено, эта запись обошлась в денег, плюс они проверяют только домашки, все это стоит не 100, не 200, не 300 тысяч рублей, как в каком-нибудь вузе там или где-то еще. И плюс у меня сегодня для вас самые-самые крутые условия, эти условия будут только на этой неделе, после этой недели, ну, только тем, кто сегодня оставит здесь заявку, там в течение недели вы можете на этих условиях пользоваться этим курсом, ну, в смысле, участвовать в этом курсе начать, потому что потом у нас будет Photoshop Battle, потом мы обрубим эти условия и поднимем стоимость курса, ну, там, процентов на 30, на 40 точно. Итак, раскрываю условия, что у нас идет теперь в подарок, что классного, особого такого хорошего. У нас есть курс по UX-аналитике также с компанией АИС, есть еще курс по анимации с компанией АИС, как раз в аналитике. Ну, что там в аналитике у нас есть? Это продо? Все для того, чтобы стать UX-богом и рисовать не только крутой пользовательский опыт, но и строить его на базе реальных данных, которые вы получаете от пользователей в огромных количествах.
невероятно интересный курс, но настолько же и тяжелый, поэтому мы считаем, что рекомендуется его проходить после прохождения базового UX-дизайна. Да, и плюс есть курс по анимации, который, ну, опять же, если много времени, можете параллельно проходить, но можно один за вторым. Вот. Курс по анимации — это как раз про то, как делать эти все анимированные кейсы, которые спрашивали, в чем делаются, кто их делает, сколько делать. Такой же 4-месячный курс и один, и второй. Вот. И по анимации там After Effects, принципы, вот эти все программы, все разбирается, также домашки, также тот же весь принцип. И, собственно, большой для вас... вот такие, да, штуки, собственно, вы будете учиться делать на курсе по анимации. Да. Вот. Давайте быстренько тут покажем, что там, как там. Вот. Всякие красоты. Да, там After Effects, принцип, Atomic и Webflow разбирают все эти программы, про которые спрашивали, а в чем это делается. И, собственно, большой подарок для вас, что эту неделю второй курс у нас идет в подарок. То есть, если вы покупаете UX-дизайн, то либо аналитика, либо анимация идет к вам в подарок. И вы радуетесь немедленно, потому что таких подарков мы еще не делали и делать больше не будем. Делаем это только перед повышением стоимости курсов. Собственно, по стоимости. Обычно курс по UX-дизайну стоит 40 тысяч, немало. За скидкой обычно мы даем его за 36, тоже немало. Вот. Плюс второй курс стоит столько же, 36. Получается 72 тысячи, вместо которых, если вы оставляете сейчас заявку на вот здесь под кнопкой, не обязательно значит, что надо сегодня оплачивать, значит, что надо попасть в список людей, у которых есть доступ вообще к этому комплекту. Это только 25 мест мы возьмем, поэтому заполняйте ими e-mail, телефон. Будет ли обучение программированию? У нас есть курс программирования, опять же, оставьте здесь заявку, мы вам позвоним, все расскажем. Вот. Соответственно, 3 простых поля заполняете, и у вас есть доступ, потом мы звоним вам в течение часа, все опросы задаете. Вот. И самое главное, вы помимо того, что получаете второй курс в подарок, получаете стоимость 29 тысяч, и вы еще получаете возможность оплачивать его ежемесячно, по 2 900 на 12 месяцев. То есть можете платить меньше, чем 100 рублей в день и так вот прокачиваться. Вот такие шоколадные условия, потому что лето, потому что надо летом учиться, пока есть время, и потому что мы в пятницу на Photoshop Battle поднимем стоимость на этот курс, и больше никогда не будет стоить так мало. Вот такие вот для вас подарочки, собственно, напишите, поставьте плюсики, кто уже оставил заявку, вот, мне будет очень приятно. Напишите пару слов про то, как вам сегодня мастер-класс. Вот, завтра в 4 часа у нас будет еще один мастер-класс по UX, собственно, с Сергеем. Вот. Как-то так, ну что, большое вам спасибо, надеюсь, вам понравилось. Вот, сейчас ждем ваших отзывов, у нас как всегда задержка, ждем ваших плюсиков, кто уже оставил заявку. И завтра в 4 часа увидимся с вами. Вот такие у меня для вас крутые условия, такие вот подарки. Надеюсь, все вам понравилось. Ну что? Пам-парабам. Так, да. Прощаюсь с вами на сегодня. Мне кажется, было круто, в 1,5 часа уложились. Все, как обещали. Уже пошли плюсики. Классно. Что? Всем пока-пока. Пока-пока. Еще плюсики. Класс. Ну и до встречи завтра. Приходите и до встречи на курсе. Как-то так. Пока. Стойте. В конце давайте вам еще покажу. У нас, я забыл совсем. У нас недавно прошла защита, собственно, дипломных проектов. И у нас есть ролик буквально минутный с этой защитой. Я вам сейчас его покажу в конце. Спрашиваю, 6 месяцев обучения, оплата на 12 месяцев. Вы можете платить и 6 месяцев, просто стоимость ежемесячно увеличится. Но максимально 12 мы сделали так, чтобы студентам было максимально удобно. Да, потому что вы отучились и там доплачиваете, чтобы не делать большой платеж. Вот. Показываю вам, собственно, видео с защиты дипломов. Прием, камон. Образование – это всегда очень важно. В интернете, где-то в Фейсбуке у кого-то увидела пост про этот курс. Там мы случайно попали на Skillbox, очень случайно, и мы вовремя попали. Как-то все выстроилось в единую систему. Все четко, структурировано, и теперь в моей голове все по полочкам правильно, поэтому я очень довольна. Мы в теме оказались. Я не привязана была ко времени и могла проходить курсы в любое свободное время, когда мне было удобно. Можно сделать крутой кейс и показать себя.
Здесь пока мы показывали видео, насыпалось вопросов. Только ли для жителей курс Российской Федерации или это не важно? Курс доступен по всему миру. У нас куча студентов не из России на защиту дипломных проектов. У нас даже из Казахстана прилетело, сколько там, 4, по-моему, человека? Да. 4 человека. Собственно, проходить можете в любой стране, без проблем. Все онлайн. Сколько курс занимает в день и как совмещать с полноценной работой? Еще раз скажу, что курс – это видео в большом количестве, которые вы можете смотреть вечером, валяясь на диване с планшетом, ноутбука, телефона, хоть откуда угодно. Плюс домашние задания, которые большие, на которые надо тратить время. Домашнее задание в неделю надо тратить 1-2 вечера, либо там выходной, или половину выходного, зависит от вашей скорости. Поэтому с работой его совмещают абсолютно все нормально. Вы что думаете, у нас все студенты типа, не рабочие? Да нет, все работают и абсолютно нормально. Плюс вы можете, если у вас выдалась сложная неделя, ничего страшного, в этой неделе не позанимались, потом догнали на следующий. В этом нет ничего такого, то есть сроки по домашкам достаточно гибкие, они проверяются тогда, когда вы их представили, то есть мы подстраиваемся под вас. Понимаем, что все загружены, на этот курс и рассчитан. Как проходит защита дипломов, в каком городе? Защита дипломов проходит в 2 форматах. Здесь у нас в Москве в офисе Skillbox, в этот раз, может, в следующий раз мы день вместе поинтереснее проведем. Плюс удаленно у нас было очень много студентов по скайпу, также с камерами, там сидят заказчики, и по скайпу, примерно половина студентов у нас была очно, половина студентов по скайпу, нет никаких проблем. Диплом потом выслали Почта России, но пожалели уже и переотправили курьерскую службу, потому что Почта России всех помяла все дипломы. Можно вернуть этот слайд опять и поджечь их. Вот. Ну что, вопросов вроде больше нет. Оставляйте заявку. Надеюсь, что понравилось. И всем хорошего вечера. Завтра увидимся и увидимся на курсе. Пока-пока.